Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам приготовить кое-что необычное, а именно итальянские пирожные софиони. Они состоят из рассыпчатого песочного теста, нежной творожной начинки с нотками лимона. Готовятся очень просто и быстро. Начнем с приготовления теста. В большую чашу отправляем яйца, добавляем к ним щепотку соли, сахар, ванильный сахар и слегка взбиваем венчиком, чтобы соль и сахар начали растворяться. Затем добавляем оливковое масло. Его можно заменить на растопленное и остывшее сливочное масло, либо на другое растительное масло без запаха. И просеиваем муку с разрыхлителем сразу всю в один прием. После чего быстренько замешиваем тесто. Сначала я замешиваю лопаткой прямо в чаше, а затем уже руками. Можно в чаше, можно на рабочей поверхности, как удобно. Долго вымешивать тесто не нужно, просто до однородности. В итоге оно должно получиться вот таким мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Далее тесто нужно накрыть пленкой, либо положить в пакет и убрать в холодильник минут на 20. А тем временем займемся приготовлением начинки. Для начинки в чаше соединяем яйца, добавляем к ним щепотку соли, и так как это традиционный итальянский рецепт, для его приготовления используется рикотта. Если у вас нет рикотты, вместо нее можно использовать мягкий пастообразный творог. Добавляем сахар, цедру с одного лимона, если лимон небольшой, можно даже с 2 лимонов снять цедру, и 1 столовую ложку лимонного сока. И все это перемешиваем до однородности. Все, начинка тоже готова, как видите, все элементарно просто. Достаем тесто из холодильника, делим его на 2 части и раскатываем. Можно раскатать сразу все тесто, но мне удобнее раскатывать именно половину. Слегка подпыляем рабочую поверхность и само тесто мукой, но в принципе оно практически не прилипает, поэтому лишнюю муку всю убираем. Раскатать тесто нужно достаточно тоненько, толщина примерно 2-3 мм. Раскатываем, чтобы получился прямоугольник чуть больше размер, чем 20 на 30 см, потому что из этого прямоугольника нам нужно вырезать 6 квадратов размером 10 на 10 см. 1 квадрат – одно пирожное. Вот такие тоненькие квадраты теста должны получиться. Для выпечки нам понадобится классическая форма для приготовления капкейков. Я вкладываю в эту форму бумажные капсулы, если их нет, ничего страшного, просто смажьте формочки маслом. И теперь каждый квадратик теста выкладываю в формочку и распределяю его по дну и стенкам формы. Оставшиеся обрезки теста я соединяю со второй половиной теста, раскатываю и опять вырезаю 6 квадратов. В итоге у нас получается 12 пирожных. Обратите внимание, формируем их таким образом, чтобы уголки немножко торчали сверху. Теперь заполняем полученные формочки начинкой из рикотты. Уголки заворачиваем к центру и отправляем выпекаться. Режим вверх-вниз без конвекции, 180 градусов, примерно 40 минут. Начинка должна подняться и немножко потрескаться в центре, а тесто слегка подрумянится. Готовые софиони достаем из духовки. Подавать их можно сразу же в теплом виде, либо после полного остывания. Перед подачей, по желанию, можно присыпать софиони сахарной пудрой. Получается очень нежный и очень ароматный итальянский десерт с лимонными нотками. А главное, готовится невероятно просто. Сейчас разрежу одно пирожное и посмотрите, как необычно, пористо оно выглядит внутри. Обязательно пробуйте, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!